Друзья, всем привет! Многие писали в комментариях, чтобы я начал новый проект с нуля, потому как поменялось распределение карт, распределение лиг, и это классная идея. Конечно же, этот проект я начинаю, но в этот раз все будет по-новому. Это будет один проект, но два аккаунта. Один с донатом, второй аккаунт без доната. И мы сравним результаты. Я думаю, что этот проект, я надеюсь, покажет то, за что я больше всего люблю Clash Royale, а именно за возможность играть на равных с игроками с донатом при наличии скилла. Ну, во всяком случае, до определенных трофеев. Конечно же, донат дает преимущество, но настолько ли оно критическое в условиях Clash Royale, это мы и проверим в данном проекте. Ну, от слов к делу, друзья, погнали! Итак, создаем два аккаунта, один Art No Money и второй Art Money. Соответственно, справа будет аккаунт с донатом, слева аккаунт без доната, и сразу же я открываю все, что можно открыть, сразу же улучшаю все, что можно улучшить, для того, чтобы в самом начале игры иметь преимущество над своими противниками, которые не улучшат свои карты. Это, конечно, не обязательно, но так проще и быстрее будет проходить своих противников. Стоимость же улучшения на данных уровнях просто копеечная, поэтому денежки можно не считать, сразу же вливаем их опять же, и получаем вот такие колоды, приблизительно равные, где-то повыше миньоны, где-то повыше по уровню стрелы, где-то еще и мини-пеку удалось улучшить, а именно на аккаунте, на котором я предполагаю играть с донатом. Ну а получив первую награду, выбрал я копейщиков и в обеих колодах стал использовать эту карту, потому что мог ее улучшить до 3 уровня, это выше, чем большинство уровней карт в моей колоде, поэтому я заменил в первом аккаунте копейщиками миньонов, потому что миньоны были 1 уровня, во втором же аккаунте я заменил копейщиками лучниц, потому что лучницы были такого же уровня, как миньоны, ну а миньоны летающая карта, это желательно учитывать. Взяв вторую награду, а именно золотой сундук, я снова пошел улучшать все, что можно. Именно этим вам, друзья, предстоит заниматься в начале игры. Старайтесь улучшить карты своей колоды на максимальный уровень. Если выпадает более подходящая карта, то заменяйте ее в своей колоде. Вот в данном случае мне выпадает клетка с гоблином, точнее я ее собираю как награду на пути к славе, и заменяю клеткой с гоблином 4 уровня рыцаря, который был 2 уровня. Таким образом получаю дополнительное противотанковое орудие в виде здания, и вообще в целом клетка с гоблином будет очень полезна нам, вплоть до не знаю каких пока кубков, это нам предстоит проверить. Ну и напоминаю вам, друзья, что приобрести пас рояль можно только с 4 уровня башни короля, поэтому пока аккаунты идут в одинаковых условиях, без доната. Продолжаю я апать кубки и собирать награды за эти апы. Как вы видите, количественно и качественно наполняемость сундуков различается, но это чистейший рандом. Давайте теперь, друзья, посмотрим на игру аккаунта с донатом, на который я планирую в будущем задонатить, на этих трофеях. Итак, друзья, 300 кубков я уже взял. Решающая игра за 300 кубков была против бота, поэтому я сейчас решил ту игру не записывать и решил сыграть против реального человека на этих трофеях этой колоды, для того, чтобы показать вам, как она работает. Может быть, вы также вкачаете именно и выберете именно те карты, которые выбирал и я. Я, во всяком случае, рекомендую это делать, потому как, на мой взгляд, они оптимальные для быстрого поднятия и комфортного при этом. Подождем момента для того, чтобы максимально эффективно использовать фаербол. То есть очень часто на этих кубках игроки торопятся, выставляют много карт, при этом выставляют все эти карты в одну точку. Так что даем им возможность это сделать, а потом закидываем наши заклинания максимально эффективно, максимально выгодно таким образом. Я, друзья, вынужден говорить тихо, потому что в Питере у нас тут уже почти час ночи. И надеюсь, что меня на видео будет хорошо слышно, но ничего не обещаю, к сожалению. Сложный проект, поэтому вот почти целый день я им занимался. Все для того, чтобы вам было интересно, друзья. Хороший фаербол от моего противника. И хорошие же гоблины. Может порадоваться немножко.
Но здесь придется еще миньончиков выставлять. Они, конечно, никакого урона в атаке не нанесут. Но и я урон не получил, а это главное. Фаербол будет закидывать. Нам бы от защиты сыграть. Нет никакого смысла сейчас нестись в атаку, поэтому... Будет он еще выставлять чего-то? Да. Снова он выставляет еще мушкетера, но я, по-моему, промахиваюсь фаерболом. Да, не идеально я фаер закинул. Но ничего страшного, сразу же можно закинуть еще стрелы, добить мушкета таким образом. Ну а теперь переходим в наступление. Снова он подставляется под фаербол, ну и здесь уже это должно стать решающим фактором. Уже не первый раз он допускает такую ошибку. А мы сейчас будем с мини-пекой атаковать. Неплохо он гигантом прикрыл мушкетера, молодец в этом плане. Но здоровье на его вышке продолжает таять. Мини-пека еще и с мушкетером не разменялся. Неудачно здесь было. Но мы идем в атаку, ребят, по правой стороне. Нам терять есть что, конечно, но атаковать тоже нужно. Еще стрелы сюда, и по идее это должна быть... Фаербол, по-моему, не добивает. Сейчас проверим, конечно. Да, 108. Правильно я сделал, что не начал его закидывать. Ну, здесь улынет уже мой противник, но я боюсь, что ему не поможет такой расклад. Фаер и стрелы, и это победа. Да. В итоге добрался я до 350 трофеев, и тут открываются отличные обычные карты. С одной стороны я взял скелетиков, с другой подрывника. И скелетиков, и подрывника я начал в дальнейшем использовать в своей колоде, просто потому что эти карты можно было сразу улучшить до 4-го левела. И до этого мы смотрели игру на аккаунте, на котором я буду донатить. Сейчас смотрим игру на аккаунте, котором я не буду донатить, на 350 трофеях где-то. И здесь противник мой начинает игру с гиганта. В ответ на это я выставляю подрывника. И здесь нет никакого смысла гнаться в атаку, у всех одинаковый набор карт, поэтому кто первый атакует обычно, тот в итоге проигрывает, если мы будем правильно реагировать на атаки нашего противника. Вот здесь вот мне не получается с самого начала нормально остановить эту атаку, приходится экстренно выставлять клетку с гоблином, и, к сожалению, получает здесь моя вышка неприятный урон. То есть с самого начала игры вот так вот попадается мне игрок, который явно тоже не первый раз играет, это должно послужить сигналом к тому, чтобы собраться, набрать концентрацию и в дальнейшем не допускать подобных ошибок. Но здесь все-таки мой противник вовремя докинул копейщиков или банду или гоблинов, я пока не обратил внимания, к сожалению, и в итоге не смог я нормально разменяться на мостике, но зато по результатам всех этих разменов, всех этих противостояний я получил преимущество по эликсиру и хочу пользоваться этим преимуществом, ничего не могу с собой поделать, очень хочу пользоваться этим преимуществом, поэтому выставляю гиганта, за ним сразу же выставляю копейщиков к мостику, чтобы как можно больше урона они нанесли за то время, пока появились. Ну и мини-пеку я выставил для того, чтобы противостоять гиганту противника. Видите, абсолютно одинаковый набор карт, единственное, разные уровни. Ну и здесь, конечно же, надо мне снова защититься. Защититься надо будет нормально, не так, как я сделал это в первый раз, и затем пойти в контратаку и легко выиграть. Вот в данной ситуации противник мне дает такую возможность. Он атакует с гигантом, сразу же выставляю я мини-пеку. По левой стороне он сейчас вынужден будет что-то выставлять. Ну а я-то атакую по правой стороне, понимаю, что у него теперь минимум эликсира. И гигант с мини-пекой рвутся в атаку, в то время как от мини-пеки противника я легко защищаюсь копейщиками. Докидываю стрелы в наступление просто для того, чтобы еще быстрее преодолеть защиту фаерболом уже в копейщиков, потому как у меня и так огромное количество карт на поле боя. И все это продолжает терроризировать моего противника. Он пытается что-то сделать с мини-пекой, но нет. Здесь в этой игре зарешало то, что я вовремя его качнул, вовремя перекинул атаку на правую сторону, понимая, что у него минимум эликсира. Ну а дальше дело техники, мне остается только защищаться. Сейчас выйдет гоблин из клетки, ну и далее я уже подстраховываюсь максимально, мини-пеку еще выставляю по этой стороне. Нужно было это сделать, конечно, пораньше, чтобы вообще гигант никакого урона не нанес, но это уже не имеет никакого значения. Даже если бы сейчас время игры не закончилось, я бы, скорее всего, уничтожил левую вышку моего оппонента.
В общем-то, на двух аккаунтах абсолютно одинаковые ощущения на этих трофеях. Двигаемся дальше. А дальше 400 кубков, новые золотые сундуки, новые награды, но позволят ли они улучшить наши колоды? На данный момент я вижу, что нет, особых улучшений не будет, поэтому двигаемся дальше. И возможность открыть Валькирию, конечно же, я выбираю эту карту. Более того, на одном из аккаунтов уже сейчас я хочу сказать, что я буду, скорее всего, играть до упора с Валькирией, поэтому эту карту я буду качать в первую очередь. Осталось только определиться, на кого заменить в своей колоде. С левой стороны я решил убрать подрывника, так как Валькирия это также урон по области, наземный урон по области, поэтому подрывник уже не нужен. С правой же стороны я решил убрать фаербол, потому что Валькирия на моей половине карты будет по сути его дублировать. Ну и в целом на этих трофеях Валькирия гораздо лучше себя показывает, чем Фаер. Далее добираюсь я до 550 трофеев, и здесь мне предстоит легкий выбор между армией скелетов и дракончиком. Я всегда рекомендую брать армию скелетов. Ну а теперь, друзья, давайте посмотрим две игры на этих трофеях. Сначала левого аккаунта, потом правого аккаунта. Так, 600 трофеев я взял, ребят, но мне все время давали ботов. Я хотел записать игру, как я брал 600 трофеев, но опять же не получилось, поэтому я дождался, когда мне попался настоящий игрок реальный. Он состоит в клане, у него непростой ник. Во всяком случае для меня, да и в целом ботам дают все-таки англоязычные ники обычно. Ну и в общем, поэтому игра должна быть интересная. До этих пор я пока не проигрывал, но попадались неплохие игроки, которые понятно было, что это их не первые аккаунты. Но вот здесь вот парень, видно, неопытный. Он игнорирует клетку с гоблином, а этого делать, конечно, не стоит. Ну что ж, идем в атаку сразу же. За счет того, что он нам позволил накопить войска на поле боя, эта атака может быть успешной. Правда, надо быть готовым закинуть стрелы, потому что если будет какая-нибудь армия скелетов, а она уже открыта для многих игроков на этих кубках, то будут проблемки. Ну вот здесь отдал я стрелы в миньонов. Понятно было, что у моего противника уже больше не было эликсира, поэтому такое решение я принял. И буду атаковать из серединки со своей любимой тактикой, какой-то танк или мини-танк и армия скелетов в ту же точку. Это очень сложно контриться атака, причем на всех уровнях, если нет у противника Валькирии там или еще какого-то, возможно, сплэша, то эта атака может добавить неприятностей вашему оппоненту. Ну все, дальше дело техники, просто надо отдефаться. Выживет ли здесь мушкетер? Выживет. Нет, не выжил. Очень жаль. Я так надеялся. Минуту осталось дотерпеть, но терпеть прям я не буду. Я думаю, что я, скорее всего, снесу сейчас моего противника на 3 коронки. Опять же, этой атакой с гигантом и армией скелетов из середины. Для этого я левую руку готовлю выбирать карты быстро. Нет, сначала фаер, ребят. Очень уж тут он выгодный. Ну а теперь идем в атаку. Валькирию тоже успеваем задефать. Ну и здесь, я думаю, победа. Да, противник еле-еле стрелы отдает, от армии избавляется, но гигант и гоблин его добивают. Итак, друзья, 3-я арена и первая игра на 3-й арене. Подобрал я вроде как не бота. Надеюсь, во всяком случае, но никогда нельзя быть уверенным, против кого ты играешь на самом деле. Противник сразу из глубины выставляет гиганта. Я буду добавлять своего гиганта, чтобы под его прикрытием быстренько справиться с гигантом противника. И может быть что-то еще в атаке после этого получится. Стрелы обязательно на армию скелетов отдаем. Стрел сейчас здесь очень много будет. Ой, армии скелетов будет очень много на 3-й арене. Скелетики также замечательно себя показывают. Ну а миньоны, как я уже говорил, на мой взгляд, здесь пока не нужны. Ой-ой-ой. Неприятная атака на меня идет. Ну, вроде я с ней справлюсь, но при этом многовато урона получу. Напрягать здесь дракончик моего противника. Мушкетер очень долго с ним справляется. Мушкетер 4-го уровня.
Ну а дракончик уровнем повыше. Сейчас противник допустил ошибку, неудачно он выставил армию скелетов, ну и сейчас он много эликсира потратил, поэтому я его развожу, запускаю армию скелетов по правой стороне, туда он вынужден давать стрелы, и из-за этого по левой стороне он проседает. То есть, друзья, если бы я отправил армию скелетов также по левой стороне, то это были бы просто стрелы, и все. И моя атака бы захлебнулась быстрее, и не факт, что я бы уничтожил вышку. Скорее всего, я бы ее и не добил, потому что мушкет бы умер, ну и, соответственно, урона вышка получала бы гораздо больше моего противника. Именно поэтому я проатаковал по правой стороне, и это было абсолютно правильное решение. Очередной раз защищаюсь, и вот такой вот ход конем делаю, предпринимаю. Заставляю противника отдать стрелы, но гигант все равно будет наносить урон. Стрелы также надо мне отдать. Но мини-пека здесь уже, к сожалению, не доходит до вышки противника. А мне снова надо защищаться, благо у меня есть клетка с гоблином. Прикрыть надо моего мушкетера от мини-пеки, это читалось. Ну и, собственно, поэтапно выставляем карты против тех карт, которые выставляет мой противник. На этом победа. Третья арена пока идет неплохо. Колода у меня в начале этого пути вот такая. И она тащит, на мой взгляд, на этих кубках. Далее 650 трофеев, и забираю здесь я варваров. Мне еще одно здание не нужно, у меня есть клетка с гоблином, поэтому именно эту обычную карту я забираю, при этом улучшаю ее до 5 уровня, и на аккаунте без доната сразу же меняю варваров на мини-пеку. Уровень у варваров 5, у мини-пеки 3, назначение примерно одинаковое, ну и поэтому чуть-чуть сделать колоду подороже, ничего страшного не будет. На правом аккаунте, несколько секунд подумав, я также сделал то же самое, тот же самый маневр, также заменил варварами мини-пеку. Ну и здесь наша основная цель, поднимаясь на этих трофеях, друзья, это заменять те карты, которые у нас низкого уровня, картами более высокого уровня, но при этом учитывайте, против чего вам предстоит играть, и предполагайте, как вы этим будете защищаться. На правом аккаунте мне повезло, выпал мушкет, и я смог его улучшить уже до 5 уровня, но при этом у меня и на левом аккаунте все достаточно неплохо с прокачкой. У меня 5 уровня Валькирия, 5 уровня клетка с гоблином. Затем я открываю таран на одном аккаунте, на другом же аккаунте я беру мега миньона. Ну вот здесь моя на самом деле ошибка. Не стоит брать здесь таран. Таран хуже работает с армией скелетов, чем гигант. Я допустил эту ошибку, погнался за уровнем. И в том числе из-за того, что таран по сравнению с гигантом имеет меньшую пробивную мощь на этих трофеях, я проиграл первую игру, при этом допустил очень жесткую ошибку. И ту игру я не записывал, не думал, что случатся проблемы на этих трофеях. Ну вот, ребят, такую ошибку я допустил. Хотел сыграть прям идеально, но в итоге принц не среагировал на гоблинскую клетку, а затем мой противник докидал меня заклинаниями. Обидное первое поражение из-за отсутствия концентрации на аккаунте без доната. Ну ладно, в целом без доната и должен немножко отставать, так логично. Затем я открыл гоблинскую бочку и заменил с глаз долой таран на гоблинскую бочку, потому как таран все-таки меня не впечатлил. На правом же аккаунте я заменил гиганта на гоблинскую бочку, то есть win condition, который был ниже по уровню, я заменил win condition, который стал выше по уровню. Win Condition, друзья, это та карта, которой мы планируем наносить урон. Гоблинской бочке нужны танки, таким танком в моей колоде может быть Валькирия, может быть также Варвар, поэтому в этом деле проблем не будет. Ну также еще гоблин из клетки. В общем, мини-танков предостаточно, поэтому гигант не нужен уже был в правой колоде. Также еще до этого я заменил скелетиков на мега миньона, тем самым усилил противовоздушную защиту правой колоды. Ну а затем продолжил собирать награды и улучшать свои карты. Таким образом, на правом аккаунте у меня гоблинская клетка стала уже 6 уровня. И на аккаунте, на котором я планирую донатить сейчас, 3 карты 6 уровня, 4 5, 1 карта 2 уровня. На левом же аккаунте у меня также 3 карты 6 уровня Fireball, армия скелетов и гоблинская бочка,
3 карты 5 и 2 карты 3. Примерно все равно. Но вот все меняется. Появляется возможность приобрести Pass Royale. Сразу же я этой возможностью на правом аккаунте пользуюсь, и теперь мы стартуем, собственно, наш эксперимент. Сразу же вливаю я магические предметы в те карты, которые планирую в дальнейшем улучшать. Собираю на правом аккаунте еще и дополнительные джокеры обычные, то есть пошло уже сразу же преимущество, но для того, чтобы собрать новые джокеры, нужно, конечно же, сначала слить старые. Не забывайте про это, друзья, прежде чем начнете открывать, например, сундуки. Из сундуков также выпадают джокеры разной редкости. Редко, но выпадают, хотя из пасс-роялевых сундуков выпадают стабильно. И вот я только приобрел пасс-рояль, а уже улучшения идут полным ходом. Пока на левом аккаунте я раздумываю, куда поставить мега-миньона, на правом аккаунте я уже настолько серьезно улучшал свои карты, что уже обеспечил небольшой отрыв от левого аккаунта. Но я на этом не останавливаюсь, продолжаю вливать редких джокеров в Валькирию. Валькирия у меня становится 6 уровня. Но и на левом аккаунте я улучшил подрывника до 6 левела, поэтому прокачка также топовая для этих трофеев. Подниматься никаких проблем не будет. Я не думаю, что я буду проигрывать с такой прокачкой. Поэтому особого буста в скорости подъема от пасс-рояля для меня не будет на этих кубках, но зато мы можем сравнить прокачку и увидеть, насколько она будет отличаться даже на этой короткой дистанции. Вот сейчас уже пошло улучшение у меня многих карт до 7 уровня на аккаунте с донатом, в то время, конечно, как на левом аккаунте об этом речи и не идет. Я раздумываю, куда здесь пихнуть варварскую бочку, и вставляю ее вместо стрел. Таким образом, у меня также на левом аккаунте очень много карт 6 уровня, мушкетер, к сожалению, 3, но ему в подмогу я взял 4 уровня мега-миньона, поэтому по воздуху все не так плохо. Ну а на донатном аккаунте я уже поулучшал 3 карты до 7 уровня, и, конечно же, это выглядит прям серьезно теперь. Очевидно, что донат дает жесткий буст на прокачку, при этом я еще не открыл все сундуки, не собрал еще все награды. Самое жесткое будет дальше, конечно же, ну а в этом видео моя первая цель была это взять 1000 трофеев на обоих аккаунтах, и решающие игры за эти кубки мы сейчас увидим. Сначала посмотрим на игру аккаунта без доната, который сейчас находится с левой стороны, ну а затем на игру аккаунта с донатом, который, соответственно, с правой стороны. После всего этого подведем итоги. Погнали, друзья! Итак, решающая, друзья, игра за косарь, за 1000 трофеев. Видоизменил я свою колоду, усилил противовоздушную защиту, и теперь я ей, думаю, буду комфортнее двигаться выше. Как минимум против воздушных карт мне станет попроще. И в целом колода стала посбалансированнее. Я думаю, что это скажется и на финальном результате вот этой конкретной игры. Пока же я могу теперь себе позволить выставить первой картишкой из руки мушкетера, потому что далее у меня есть мега-миньон. А до этого момента, конечно же, мушкетера я приберегал на любую воздушную карту для того, чтобы не попасть в просак. Ну, вот здесь откатимся назад, потому что перед мушкетером я ничего не успеваю выставить. Дефаюсь от гоблинской бочки армии скелетов. Армия скелетов с гоблинской бочкой в колоде — это великолепное сочетание. Плюс армия скелетов помогает не только против разнообразных карт, которые наносят большой урон в одиночную цель, но и, как мы видим, что армия скелетов замечательно справляется и с гоблинской бочкой. А на этих трофеях, на этих аренах, вот 980 кубков, с момента, в общем, когда открывается возможность выбрать гоблинскую бочку, эта карта попадается нам практически в каждой второй игре, а то и в каждой первой игре, поэтому мы должны переспелбейтить, так сказать, нашего противника, а для этого нам нужно брать свою колоду, армию скелетов и, конечно же, гоблинскую бочку. На этот раз я прочитал своего противника, он действовал ровно точно так же, как действовал в прошлый раз. Ну а от гоблинской бочки здесь уже приходится дефаться фаерболом. Ну как сказать приходится, это все те же 4 единицы эликсиров, 3 единицы эликсира, то есть это не так печально. Всего лишь 1 единицу эликсира я теряю на этих разменах. Ну а с учетом того, что более чем 1 единицу эликсира я сэкономил до этого, это никак не сказывается на результате защиты. Здесь до армии скелетов докручиваюсь, Валькирию ждем
чтобы она подошла к клетке с гоблином, ну а армию скелетов непосредственно на принца выставляем. И от таком порядке, когда выставляются картишки, у нас отличный результат защиты получается. Здесь можно ничего больше не доставлять. Давайте попробуем подтанчить подрывником. Хочется все-таки нанести урон. Но подрывник не кинет, конечно, свою бомбочку в данной ситуации. Ну и теперь у меня есть варварская бочка, поэтому, конечно же, я и дефаюсь от гоблинской бочки. Коряво сейчас выставил клетку с гоблином, поэтому свою ошибку придется исправлять вот таким образом. Ну, в целом, пока до сих пор никакого урона не получила моя вышка, причем ни одна, ни левая, ни правая. Вот только фаерболом мой противник чуть-чуть ее погладил сейчас. Ну что ж, ребят, мы все наулучшали, и теперь, я думаю, не составит труда взять 1000 трофеев. Противник у меня сразу кидается в атаку с мини-пекой, так делать не стоит. Мини-пеку все-таки лучше использовать по назначению, в тот момент, когда на него есть подходящая цель. Ну и сейчас противник пытается за 2 единицы эликсира задефаться, но нужно было, конечно, что-нибудь еще добавлять. Могу скинуть изначально мега-миньона, сейчас подожду, пока мушкет перейдет ближе к мостику, и армии скелетов все это законтрю. Подстрахуемся клеткой. Добавим валькирию против армии скелетов, возможно, и гоблинскую бочку в атаку. Готовим А противник, кстати, без армии скелетов, судя по всему, играет. Он играет со скелетиками за 1 единицу эликсира. Не знаю, есть ли у него армия, но во всяком случае сейчас он ее не использовал и потерял свою левую вышку. Отличное начало игры. Судя по всему, без всяких проблем возьму я 1000 трофеев. Оно и неудивительно. Задонатил. Открыл пас-рояль, вернее, использовал первые джокеры и улучшил свою колоду очень серьезно. Теперь играть стало супер комфортно, очень просто, и неудивительно, что результат в этой игре, во всяком случае, положительный. Дальше, конечно, будет интереснее. Буду собирать спеллбейт на этом аккаунте уж точно. На другом аккаунте пока не знаю, какую колоду буду собирать, поэтому, ребят, напишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Какую деку мне собирать на аккаунте без доната. На донатном аккаунте однозначно спеллбейт, уже я решил, определился. Ну а на аккаунте без доната есть у меня мыслишка качать одну из самых простых колод в игре с эликсирным големом. Там можно будет еще попробовать высокие кубки взять, когда я прокачаю колоду на максимум. В общем, ребят, в любом случае пишите, какую колоду вам бы хотелось видеть с нуля до топа глобала без доната, и я это реализую. Ну а сейчас мой противник все пытается как-то проатаковать. Но здесь я уже сконцентрирован на защите, и он не может пробиться. У меня карта высокого уровня. Даже несмотря, что у него 8 уровня принц, у меня есть армия скелетов, которую он никак не может преодолеть. Тем более стрелы он то ли не сохранял, то ли вообще не взял в колоду. Не обращал я внимания, если честно, и так пока легко идет. Журнал боев для тех, кто не рассмотрел их в маленьком окошке на основном протяжении видео. Опять же, проиграл один раз, но это поражение было чисто на моей вине, никак не связано с прокачкой. Корявые руки поставили не туда клетку с гоблином, не перестраховался там, где это было необходимо, и поплатился за это первым поражением. Но основного глобального значения это поражение иметь не будет. В итоге по результатам, по времени, затраченным на подъем до 1000 трофеев, и аккаунт с донатом, и аккаунт без доната оказались приблизительно равны. Опять же, это поражение немного удлинило этот путь на 6 минут, но это, опять же, человеческий фактор. По факту же мы можем считать, что абсолютно равные результаты. На аккаунте без доната час 48 минут, на аккаунте с донатом час 42 минуты. Ну и различия по прокачке сейчас на ваших экранах. Конечно же, различия будут увеличиваться с тем, как я буду собирать награды пас-рояля.
И плюс это видео с предыдущего сезона. Я в новом сезоне также уже купил пасс рояль. Так что, друзья, ждите новых серий. А на этом заканчиваем. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.